Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Еще летом я выкладывала коротенький ролик и показывала, как я вязала себе кардиган из бабушкиных квадратов. Вопросов по нему было очень много, и вопросы продолжают поступать до сих пор. Поэтому я решила снять такой небольшой экспресс-мастер-класс. Покажу вам, как я вяжу бабушкин квадрат. Этот он, в принципе, классический. В любой книге по крючку он будет. Очень много мастер-классов на YouTube, но меня просят, поэтому быстренько покажу вам, как связать вот такой бабушкин квадрат. И потом уже переместимся с вами, я разложу на пол кардиган, посчитаем, сколько у меня на него ушло квадратиков. Я вам скажу, сколько... Так, по пряже давайте сразу вам скажу. У меня крючок 3 миллиметра. По пряже у меня там цвета были, сейчас я вам покажу. Вот. Значит, желтого у меня ушел 1 моточек, белого где-то 2,5-3 мотка ушло, и голубого ушло 9-10 мотков примерно. Точно вам сказать не могу, было давно, ничего не записывала, вязала чисто для себя. Вот где-то 9-10 моточков ушло голубого. Кардиган весит 600-650 грамм плюс-минус. Так, сейчас я вам покажу схему квадратика, покажу, как я соединяла квадратики, и покажу вам, как я обвязывала их резинкой. Также был вопрос, как вывязать дырочку в резинке для пуговички, тоже покажу. Давайте сделаем белую серединку. Начнем. 3 цвета нам надо. Определяйтесь. Цвет на серединку, цвет на лепесточки и основной цвет на сам квадратик. Сделаю белую серединку. Берем наш цвет серединки, набираем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем их в круг соединительным столбиком. Соединили. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И далее нам нужно провязать 11 столбиков вот в это колечко с одним накидом. Эта цепочка будет нашим 12 столбиком. Сделаем накид. Провязываем 1 столбик с накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Провязали. То есть всего у нас получилось 12 вот таких вот столбиков, включая наши петли подъема. И, соответственно, 12 отверстий. Делаем соединительный столбик. В петельку. Делаем соединительный столбик. Все, белая ниточка нам больше не нужна. Обрезаем ее. Берем нашу розовую ниточку. Делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Так, вот наша первая дырочка. 4 воздушные петли сделали. Значит, дальше вяжем в эту дырочку 2
полустолбика с двойным накидом. 2 накида. Провязываем первую, вторую петельку, 2 на крючке остается. Снова делаем 2 накида в эту же дырочку. Провязали. И теперь провязываем их вместе. То есть всего получилось у нас 3 столбика в одном лепесточке. Подтягиваем. Далее делаем 2 воздушные петли. И начиная со второй дырочки, в дырочке мы все это вяжем, начиная со второй дырочки вяжем по 3 таких незаконченных полустолбика с 2 накидами, формируя лепесточки. 2 воздушные петли провязали, делаем снова 2 накида, первый столбик, не довязываем до конца. Снова 2 накида в это же отверстие, второй столбик, не довязываем до конца. И третий раз 2 накида, третий столбик, не довязываем до конца. На крючке у нас 4 петельки, мы их провязываем вместе, делаем 2 воздушные петли. Снова 2 накида уже в следующее отверстие, в следующую дырочку. Не довязываем до конца. 2 накида. Второй раз не довязываем до конца. Третий раз. 4 петли на крючке провязываем вместе соединительным столбиком. Делаем 2 воздушные петли. Снова повторяем 2 накида. Раз, 2, 3 раза. Затем провязываем вместе 2 воздушные петли. И так до конца ряда. Раз, 2, 3. Вместе 2 воздушные петли. Раз, раз, 2, 3. Вместе 2 воздушные петли. У нас должно получиться 12 лепестков. Раз, 2, 3. Вместе 2 воздушные петли. Раз, 2, 3. Вместе 2 воздушные петли. Воздушные петли. 2 накида, отверстия. Не довязываем до конца. Раз, 2 накида. Снова туда же. Не довязываем до конца. 2, 2 накида туда же. Не довязываем до конца. 3. Потом провязываем все вместе. И делаем 2 воздушные петли. 2, 3, 2 воздушные петли. Раз, 2, 3. Все вместе провязываем. Давайте посчитаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Получилось у нас лепесточков. Значит, 2 воздушные петли. Что мы делаем дальше? Дальше мы
Делаем соединительный столбик. Разворачиваем нашу работу. Развернули изнанкой к себе. Берем третий цвет. Розовый можно тоже уже обрезать. Берем третий цвет и с изнаночной стороны вводим, вот у нас между лепесточками, вот такие дырочки. Вводим в дырочку крючок, соединительным столбиком проводим через розовую. Так, сделали. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Эту ниточку мы можем перекинуть на изнанку. Это мы делаем для того, разворот, чтобы у нас вязание начиналось с дырочки. То есть, если мы здесь присоединим и не развернем работу, то мы наберем, получается, воздушные петли отсюда, и нам ни туда, ни сюда. Нам надо в дырочке вводить крючок. То есть у нас, получается, следующая петля будет уже в самом лепестке, а нам надо в дырочке. Поэтому мы делаем разворот и присоединяем именно через это отверстие. 3 воздушные петли сделали. Дальше вяжем в это отверстие 2 столбика с накидом. Накид. Первый столбик, накид, второй. Провязали. Делаем воздушную петлю 1. И вяжем в это же отверстие еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Так мы формируем наши уголочки. Дальше вяжем в следующее отверстие 3 петли с накидом. 1, 2, 3. Простите, столбика с накидом, а не петли. Дальше в следующую дырочку снова вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Следующая дырочка у нас второй угол. Вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И снова сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше в следующую дырочку снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую формируем третий угол. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля и снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше вяжем в следующую дырочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Формируем последний угол в следующую дырочку. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующую вяжем 3 столбика с накидом. 1,
2, 3. И в последнюю тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Делаем соединительный столбик вот за эту стеночку воздушной петли, где мы набирали. Дальше вяжем последний ряд. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 1, 2. Дальше вот у нас получается вот это отверстие, где у нас воздушная петля в уголочке между первыми и вторыми 3 столбиками с накидом. В нее мы вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И еще раз 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали. Дальше вяжем по цепочке 11 столбиков с накидом. Получается до следующей вершины вот этой, до следующей воздушной петли на уголочке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с накидом, 10, 11. И вот наша воздушная петля, наш уголочек. Сюда снова вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Снова 11 столбиков с накидом по краю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Снова дошли до воздушной петельки на уголочке, и в нее снова вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Снова по цепочке вяжем 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Довязали до уголочка вот наша воздушная петелька. В это отверстие вяжем снова 3 столбика с накидом. 2, 3. 2 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше по цепочке нам осталось провязать 9 столбиков с накидом. 2 мы уже вязали в начале. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Пропустила? Нет. 6, 7, 8, 9. Делаем соединительный столбик, обрезаем нашу ниточку. Смотрите, чтобы не было видно нашего соединительного столбика, вот мы его сделали, ниточку обрезали, достаем нитку. Вот наш соединительный столбик. Мы отступаем раз петельку, во вторую петельку от соединительного столбика с изнанки вводим крючок, захватываем ниточку на изнанку, выводим, вывели. Дальше вот наш соединительный столбик, да, вот это вторая петелька, вот мы вывели, значит, в соединительный столбик, в серединку вводим крючок с изнанки и также захватываем ниточку, выводим ее. Все, ступеньки нет, все ровненько. Ниточки потом я вообще садила их на клей, вот, они прячутся потом очень легко. Тут везде есть где спрятать. Можете завязывать узелочки и прятать, но при стирке они будут вылазить. Я садила на клей, то есть я просовывала вот так крючок, промазывала ниточку клеем, захватывала, ну, крючок поменьше брала, протягивала, прижимала. Здесь ждала 5 минут, пока клей высохнет, и потом просто под корень обрезала. Ну, прятать вы уже будете сами. Дальше, как мы сшиваем. Убежала моя серая ниточка. Сшиваем мы, это белое, соединительными столбиками с лицевой стороны. Вот, лицевой стороной ложим к себе. Ищем наши уголочки. Вот раз уголочек, да, два уголочек. Берем задние стенки. Раз, два. Фиксируем ниточку и за задние стенки просто соединительными столбиками. Вот. Раз, два. Задние стеночки с лицевой стороны. Сшиваем. Я думаю, тут все просто. И так по всему кардигану, каждый квадратик с каждой стороны. Я сшивала сначала горизонтально, потом вертикально. Все, сшили, например, да? Сшиваем с лицевой стороны за задние стенки соединительным столбиком. Сшили. Теперь нам нужно сделать обвязку. На обвязку я беру крючок поменьше, 2,5-2 миллиметра. Присоединяем ниточку. Я не помню, сколько я набирала себе.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, наверное. Ну, высоту резинки вы можете регулировать сами, да. Набираем, если у меня будет из 10 петель, значит, мы набираем 11 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Стандартную резинку вяжем. Первую пропускаем, начиная со второй, соединительными столбиками. Вяжем резинку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали. 10 наших петель резинки. Вводим в соседнюю петельку, делаем соединительный столбик. Разворачиваемся. Соединительный вот этот столбик мы пропускаем. Со второй вяжем за заднюю стеночку соединительные столбики. 10 штук в обратную сторону. 2, 3, 4, 5. Первые ряды неудобно, потом удобнее будет. 6, 7, 8, 9, 10. Петля подъема, разворот. Значит, начинаем ряд. Я ввожу не за заднюю стенку, а за обе стеночки первую петельку, соединительный столбик, для того, чтобы не растягивалась резинка, держала форму. Первый столбик соединительный, дальше уже за заднюю стенку. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И сильно не затягиваем. 7, 8, 9 и 10 у нас прячется. Мы его находим. 10. Следующую петельку делаем соединительный на изделии уже, да? Вводим крючок, соединительный столбик делаем. Снова разворачиваемся. Первую соединительную пропускаем. Со второй, начиная в обратную сторону, вяжем 10 соединительных столбиков за заднюю стенку. Так, я просто не помню там через какое количество, там через 5, через 6 рядов я делала такие немножко как убавочки. То есть вот первая петелька у нас за 2 стенки, а соединительный столбик дальше за задние. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, резинка, она в любом случае присоберет ваше изделие немножко. Но так как я хотела, чтобы у меня оно было оверсайз, но при этом резинка была по талии, поэтому я делала небольшие убавки, то есть уменьшала объем резинки. Как я это делала? По-моему, там через каждые, там, скажем, 6 рядочков. Вот я 1, 2, 3, 4, 5 и в 6 убавляла, не одну петельку забирала с изделия, а по 2. То есть провязываем, как мы это делаем? Провязываем 9 соединительных столбиков за заднюю стенку. Дальше с 10 достаем петельку. Так, это у нас уже провязанная петелька. Значит, вводим крючок в следующую петельку на изделии. И этой петелькой делаем соединительный столбик. Это наша 10-я петля. И в следующую вводим, делаем уже второй наш соединительный столбик. Так мы закрыли резинкой 2 петли изделия. Разворачиваемся. Первую пропускаем.
Начиная со второй, вяжем в обратную сторону 10 столбиков соединительных. 3 за заднюю стенку. И так обвязываем все изделие. Значит, как я вывязывала петля подъема, разворот, как я вывязывала пуговички. У меня здесь 10 петелек, там вы уже смотрите по размеру пуговички, да. Ну, например, на пуговки я возьму, ну, 4, например, петли, да. Ну, давайте 6. Большие пуговицы у меня там, давайте 6. Вот у меня всего 10. Первую провязываю, вторую провязываю соединительным столбиком. Дальше делаю 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. На самой работе 1, 2, 3, 4, 5, 6 пропускаю. В седьмую ввожу крючок. Это получается 9-я наша петелька. И еще 10-ю провязываю тоже соединительным столбиком. Все. Дальше соединительный столбик с одной петлей с работы. Разворачиваемся. Первый пропускаем и снова вяжем по цепочке за заднюю стенку. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Петля подъема, разворот. Не забываем первую петельку провязывать за обе стеночки. И в обратную сторону 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соединительный столбик, разворот. Вот отверстие для пуговки у нас получается. Ничего сложного. И так мы делаем обвязку по всему изделию. Рукава, низ. Сейчас я разложу на полу, покажу вам поближе само изделие. Так, смотрите, разложила я кардиган. Всего квадратов у меня ушло на 42 размер, но я сделала себе оверсайз 97 штук. Значит, у меня получается ширина рукава 2 квадрата, высота рукава 4 квадрата. Значит, высота самого изделия 5 квадратиков, ширина изделия у меня 7 квадратов, то есть на спинке у меня 7 полосочек по 5 квадратов. Спереди 6 полосочек. Значит, как я соединяла? Значит, я раскладывала, сначала разложила перед вот так, как он есть лежит. Здесь, соответственно, вторая часть рукава и туда спинка. Все лицевой стороной. То есть я вам сейчас его не разверну, не покажу, он уже собран. И сначала я сшивала горизонтально, начиная от низа спинки, горизонтально до низа переда. Вот так горизонтально все сначала сшивала, да, рукава в том числе, а потом уже, вертикально, а потом уже горизонтально. Все, и потом делала обвязку. В принципе, я думаю, это несложно. Делала я из джинса на лето, тоненький. Если будете брать пряжу потолще, там джинс плюс, то, естественно, у вас будут квадраты больше, у вас уйдет их меньше. Классно в этом кардигане то, что ты навязал квадратов, ты положил, и если вдруг ты понимаешь, что тебе мало,
ты в любом случае можешь... Вот у меня, например, я сначала считала себе по 2 квадрата на перед и 5 на спинку, и я поняла потом, что мне сильно узко. Довязала еще, получается, вот сюда ряд 3 квадрата, сюда, это уже когда соединила весь кардиган, 3 квадрата, и по 2 еще на рукава, естественно, потому что здесь с рукавов я убрала, забрала на тело 2 квадрата. То есть свяжите количество плюс-минус, сколько вам надо, а потом довязать и длину, естественно, и ширину можно абсолютно в любой момент. Вот. Сейчас я вам раскрою, покажу. На спинке у меня получается 7 рядов. Спереди. Ну, я, по-моему, на резиночку, на рукава брала 10 столбиков, а на саму обвязку, наверное, больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Наверное, 12-13 столбиков. Именно на саму обвязку. Вот я обвязала рукава. Здесь я делала убавочки на рукавах. А здесь я тоже обвязывала, но, по-моему, убавки не делала. Здесь, по-моему, все ровно в каждую петельку. И убавки тоже делала, я не помню, может, через 10 петелек, через 6. Ну, смотрите сами, вы можете там провязать резинку на 2 квадратах, посмотреть, как она их присоберет. Если вам мало, то там понятно, что вы поймете, что надо чаще делать. Если много, то, естественно, реже. Здесь тоже делала убавки. Без убавок только вот эту вязала. Вот, как дырочки связать, я вам показала. Ну, думаю, все, в принципе. Если будут еще какие-то вопросы, задавайте. Я просто не знаю, что еще можно сказать. Это максимально простое изделие, но очень долго вяжущееся. Я его вязала, наверное, 2 недели, потому что надоедает постоянно вязать одни и те же квадраты эти. Они потом уже снятся ночью, когда его вяжешь. Вот, поэтому... Надеюсь, было все понятно, легко и просто. Вы можете не обязательно делать ромашки этих бабушкиных квадратов, узоров и рисунков. Их очень-очень много. Как от простых классических базовых, так вы можете сами что-нибудь придумать. Можете просто связать квадраты и там вышить что-то на них, например. Я смотрела там по... к Хэллоуину американские вот блогеры выкладывали, в ТикТок, наверное, я видела. Прикольные тоже такие в черно-оранжевом цвете. Обычные квадратики, и на них вышивали тыковки, черепочки всякие такие. Ну, прикольно смотрится. То есть можно фантазировать. Квадратов этих огромнейшее количество, сочетать любые цвета. Вот. Надеюсь, видео было вам полезно. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам. И пока.